Дорогие друзья, подписчики и гости моего канала Food Court, приветствую вас. И сегодня, в конце уходящего 24 года, я хочу поделиться с вами замечательным рецептом свиной грудинки. Это свиная грудинка, варено-копченая, приготовленная в пресс-форме, может быть достойным украшением вашего новогоднего стола. Приготовление свиной грудинки по этому рецепту не требует особых навыков или усилий, но то, что вы сможете приготовить дома своими руками, поразит ваших друзей, гостей и близких. Грудинка получается невероятного качества. Я уже не первый раз готовлю домашние деликатесы с использованием пресс-формы, но вот именно этот рецепт превзошел все мои ожидания. Как всегда, в своей домашней практике я сторонник экспериментов. Вот такие 4 кусочка свиной грудины я взял для того, чтобы приготовить ее по этому рецепту. Каждая пара кусочков примерно весит 2 килограмма. Я ее обработал, подготовил по размеру для помещения в пресс-форму. И сейчас одну пару я приготовлю именно в пресс-форме, а вторую буду готовить по традиционному рецепту. Солить я буду ее сухим посолом. Посолочная смесь состоит из нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% и 2 грамма сахара на 1 килограмм веса мяса. Плюс полграмма аскорбата натрия, антиокислителя жира на 1 килограмм мяса. У меня 2 порции по 2 килограмма. Вот из такого расчета я взял нитритную соль и сахар. Ну и плюс аскорбат натрия. Теперь я буду натирать грудинку, помещу ее в вакуум и отправлю на предварительный посол. Вот так для вас в ускоренном режиме я натер нитритной солью грудинку, упаковал ее в вакуум, откачал воздух, и теперь она отправится в холодильник. Предварительный посол я буду проводить в течение 7 суток при температуре 2-4 градуса. Время пошло. Итак, дорогие друзья, неделя пролетела незаметно. Грудина прошла предварительный посол. И сейчас мы посмотрим, что там получилось в результате. Посмотрите, как сработала нитритная соль. Мясо ярко выраженного такого красного цвета. Приятный запах. И сейчас я буду вносить специи. Из специй я выбрал стандартный вариант. Это перец черный молотый из расчета 2 грамма на килограмм. Чаман пажитник, корень пажитника молотый 2 грамма на килограмм. Чеснок сухой гранулированный 3 грамма. И кориандр 1 грамм на килограмм. Теперь я буду равномерно вносить специи и втирать их в мясо. Теперь пришло время упаковать грудину в пресс-форму.
Вот такое устройство есть у меня на кухне. На канале у меня уже есть несколько видео и изделий, которые я готовил с использованием этой замечательной пресс-формы. Приобрести такую пресс-форму вы можете в интернет-магазине Craft Store. Это интернет-магазин, где вы можете найти все необходимые товары для домашнего крафта. Я упаковываю грудину в целлюлозную пленку. Эту пленку вы также можете найти в интернет-магазине Craft Store. Сейчас вы видите в правом верхнем углу QR-код, перейдя по которому вы можете перейти в раздел всего, что вам необходимо для домашнего крафта, для приготовления колбас и мясных деликатесов. Целлюлозная пленка, она очень податливая, хорошо принимает форму. Перед употреблением ее просто необходимо смочить водой. Суть моего эксперимента – попробовать склеить в пресс-форме 2 кусочка свиной грудинки. Я предварительно подготовил ее под размер пресс-формы. Вместительность такого устройства до 2 кг. И теперь я хочу внести желатин Аспик. Это желатин натуральный, который вы можете приобрести также в магазине Craft Store, воспользовавшись QR-кодом, который вы видите в правом верхнем углу этого видео, а также ссылочкой я поделюсь в описании к этому ролику. Вот такой упаковке приходит желатин, который я получаю от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. Он очень хорошего качества. Вот так вот в сухом виде я полностью покрываю поверхность грудины. И сейчас я вотру его максимально плотно со стороны мясной части. И сверху поставлю вторую часть грудинки. Таким образом у меня шкурка будет с двух сторон этого изделия. Конечно, это не мясной клей. Нет у меня в наличии сейчас трансглютаминазы. Это специальный мясной клей, который действительно жестко склеивает мясные рыбные изделия. Но я попробую протестировать пресс-форму, насколько она справится. При тепловой обработке желатин разойдется, и я получу тот результат, который вы увидите на разрезе. Буду надеяться, что пресс-форма справится со своей задачей. Теперь я упакую верхнюю часть со стороны шкурки целлюлозной пленкой. Вот таким образом у меня все получилось. Очень так аккуратно, эстетично выглядит. И теперь я накрываю крышкой и зажимаю защелки на первый уровень. Теперь я упакую это все для тепловой обработки в сous-вид. Сous-вид – это технология тепловой обработки продуктов при низких температурах в вакууме. Но поскольку эта пресс-форма, конечно, ни в какой вакуумный пакет у меня не влазит, я взял обычную пищевую стретчевую пленку и вот так вот несколько слоев упаковал пресс-форму со свиной грудиной. И теперь отправлю это все в сous-вид. Поскольку пресс-форма у меня всего одна, вторую заготовку я упаковал традиционным обычным способом, перевязал колбасным шпагатом и завакуумировал в обычный вакуумный пакет. И вот в таком виде теперь это все будет у меня отправлено на тепловую обработку. Я поместил пресс-форму и вакуумную упаковку со свиной грудиной в пластиковый контейнер, залил воды температурой примерно 45-46 градусов. И на ротационном кипятильнике я поставил температуру 64 градуса и время 12 часов.
После завершения тепловой обработки в сous-вид я поставил предформу и вакуумный пакет в холодную воду для того, чтобы резко охладить и завершить процесс тепловой обработки свиной грудины. Через 30 минут я все это отправил в холодильник на стабилизацию еще на 12 часов. Итак, друзья, на утро следующего дня пришло время распаковки. Вот в таком виде я достал из холодильника предформу после стабилизации. Посмотрите, какая получилась штука. Желатин разошелся, он собрал и абсорбировал в себя ту влагу, которая выделилась в процессе тепловой обработки. Предформа очень удобна в работе. Вот эти вот съемные боковые стенки. Вот смотрите. Это не бульонно-жировой отек, это именно тот желатин, который расплавился в процессе обработки теплом в сous-вид. Выглядит все это очень презентабельно. Такая упругая консистенция получилась. Внешне все это спрессовалось идеально. А это вот второй экземпляр. Посмотрите. Вакуум. Конечно, он сжал между собой кусочки грудинки, но это нельзя сравнить с тем, как выглядит грудинка после предформы. Ну и теперь мы будем смотреть, что получилось при разрезе. Ну вот, в принципе, результат эксперимента налицо. При всем том, что пресс-форма сработала отлично, идеальная консистенция, все ровно, аккуратно, но аспик он не держит. Для того, чтобы спрессовать два куска мяса, необходим мясной клей, так называемый мясной клей. Это трансглютаминаза. В любом случае, я считаю, что изделие получилось великолепного качества. Вот в таком виде, в холодную нарезку, его можно подать на любой праздничный стол. На вкус грудинка получилась просто невероятная. Шкурка мягкая, нежная. Вот этот режим тепловой обработки в сous-вид 64 градуса и 12 часов делает качество этого изделия просто фантастическим. Плотность мяса, структура, консистенция именно при такой обработке в сous-вид и плюс усилия пресс-формы мы можем получить дома на своей кухне прекрасный деликатес. Ту грудинку, которую приготовил я в пресс-форме, я упаковал в вакуумные пакеты. Их было 4 части, но пока я тут все это упаковывал, осталось только 3. Ну и теперь догадайтесь, куда все это делать.
Тут несколько человек находились рядом, и это просто все схомячили за один раз. Но тем не менее я оставлю эти несколько кусочков на новогодний стол, и мы будем радоваться. А вторую часть я буду коптить холодным копчением. Вот таким дымогенератором улитка. Древесные опилки у меня ольха. На канале есть у меня видео, где вы можете посмотреть, как я провожу холодное копчение. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, перейдя по которой вы можете эту информацию посмотреть очень подробно. Холодное копчение я проводил в течение 5,5-6 часов при температуре 28 градусов. Вот такой у меня получился результат. Запах стоит, конечно, невероятный. 3 часа грудинка проветрилась, потом она еще у меня вылежала в холодильнике 12 часов ночь. И теперь я готов ее разрезать и попробовать. При разрезе, конечно, совсем другая консистенция, более мягкая. Ну и разрез, в принципе, прекрасный, мясо более чуть рыхлое. Все-таки пресс-форма, она придает другую консистенцию свиной грудинки, при том, что оба изделия готовились при одном температурном режиме. Прекрасный запах легкого копчения, раскрылись специи. Вот таким же образом я упаковал эту грудинку в вакуум, и теперь я отправлю ее на несколько дней, там 2-3 дня в холодильнике, она наберется вкуса копчения. Таким образом я провел этот эксперимент и убедился, что качество свиной грудинки, варено-копченой, отличается от того, что я приготовил в пресс-форме. Оба эти изделия достойные. Ну и, конечно, я в заключение хочу показать вам, что я не просто так запускал холодное копчение. Параллельно я еще приготовил несколько порций свиных ребер. Рецепт подробный у меня есть на канале. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, и вы можете посмотреть рецепт приготовления свиных ребер варено-копченых. Таким же образом я упаковал в вакуум для того, чтобы изделие набрало свой вкус. И плюс к этому ассортименту я приготовил еще несколько штук окорочка куриные, варено-копченые. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка на рецепт этого прекрасного изделия. Видео есть на моем канале. Переходите, смотрите, берите для себя то, что вам больше всего понравится. Вот в таком ассортименте регулярно варено-копченые изделия появляются на моем столе. Друзья, если вам понравился этот рецепт свиной грудинки, приготовленной в пресс-форме, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, оставайтесь на канале Food Court. Вас ждут много вкусных и интересных рецептов. До новых встреч, дорогие друзья!